72-ю серию сериала «Зимородок» нам показывают неделю спустя. Буду вам очень признательна, дорогие друзья, если вы поддержите канал своей подпиской и лайком, так как я стараюсь держать вас в курсе последних событий. Для меня это будет лучшей наградой. Ну а я начинаю описание 72-й серии сериала «Зимородок». На поминках Архана люди восхищаются отношениями отца и сына. Гюльгюн не выдерживает и рассказывает всем, что в этих отношениях Архан ни разу не почувствовал себя сыном. Халис велит ей замолчать, но Гюльгюн продолжает говорить, что он больше не причинит боль Архану. И Факат просит Ферита увести мать. У Сейран закружилась голова, и Суна говорит ей, что нужно заниматься своим здоровьем. Она просит позвонить Тарыку. Их разговор подслушивает Кая. И Факат снова заправляет делами в доме. И Халис Ага говорит ей спасибо за то, что она вернулась. Вдруг у Сейран зазвонил телефон. Суна говорит, что звонит Эфдже. Сейран говорит, что потом перезвонит. И Суна догадывается, что та записала под именем Эфдже Тарыка. Ранее Тарык поджидал Сейран в саду психолога. Он рассказывал ей, что нашел врача в Лондоне, который очень многих уже вылечил. Тарык снова позвонил, и Суна говорит Сейран, что сама поговорит с Тарыком. Тот рассказывает, что уже записал Сейран и больше всего хочет, чтобы она жила. Софет злится на брата, что тот не включил громкую связь. Тарык говорит, что у него будет время в Лондоне. Мы пойдем вежливым путем. А поедет ли она с тобой? Спросил Софет. Тарык отвечает, что лучше пусть Ферита не станет, чем ее здесь от любви к нему. По размышлениям Тарыка в Лондон поедут Софет, Сейран, Суна и он. Гюльгюн больно, что отец так относился к Архану. Ферит вспоминает Фуата, которого дед также не замечал. Гюльгюн просит Ферита никогда не позволять деду принижать себя и плевать на его традиции. Ферит обещает матери, что теперь он никогда не подвергнет опасности ни себя, ни своих близких, и больше никому, кроме себя, не поверит. Каждый, кто был причастен, горько заплатит за то, что сделал. И если бы я поверила ему тогда и не отпустила Ифакат, то ничего бы не случилось, корит себя Гюльгюн. Сейран говорит Суне, что нельзя доверять Тарыку, и все записи могут быть поддельными. Суна предлагает позвонить и все проверить. Сейран говорит, что не хочет еще больше огорчать Ферита. Но Суна говорит, что вы победите и эту проблему, держась рука об руку. Она просит дать слово, что она все расскажет Фериту. Халис жалуется Хатуч, что у него не осталось больше сил стоять на ногах. Приходит Ферит и спрашивает, что они будут делать и какой у деда план. Халис отвечает, что ничего не будет делать, и иногда необходимо остановиться. Для того, чтобы сохранить будущее семьи, он не может им рисковать. «О какой семье ты говоришь? У тебя есть только фамилия», — сказал Ферит. Хатуч просит Ферита уважительнее относиться к деду. «Пускай сейчас выльет все», — ответил ей Халис. А Ферит напоминает деду, как все, один за другим, стали жертвой этой фамилии. А он платит каждый день, проклиная свою никчемную жизнь. «Как бы я ни хотел, чтобы Архан спасал меня», — сказал Халис Ага. «Вот видишь, отец до последнего ждал твоего одобрения. Он закрыл тебя собой. Он был в тюрьме, а ты хоть раз показал ему свою ласку.
ты на следующий же день унизил его мужскую честь. От твоей фамилии нет никакой пользы. У тебя нет семьи, сказал Ферит деду. Когда ты возьмешь своего ребенка на руки, то ты поймешь, что значит фамилия. Тебе будут нужны деньги, чтобы защитить свою семью, ответил Халис. Если бы все было по-другому, то мой папа был бы сейчас с нами. Твоя очередь тоже подойдет, сказал Ферит и Факат. Дорогие друзья, переходите на главные страницы канала, в плейлист и смотрите любимые сериалы с первой серии подряд. На канале уже имеется полное описание серий сериала «Ветреный», «Черная любовь» и сериал «Неверный». Описание сериала «Зимородок» еще в процессе, так как имеет много сезонов.